Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Давайте поговорим о том, как научиться любить себя, перестать комплексовать и принимать свою внешность такой, какая есть. Постоянно слышим: любите себя, будьте собой. Но когда у тебя мешки под глазами и 20 лишних кило, с любовью к себе и с бодипозитивом бывают затруднения. Есть даже шутка такая: скажите женщине миллион раз, что она красива, и она никогда в это не поверит. Скажите ей один раз, что она уродлива, и она никогда этого не забудет. А все это начинается с камушков в огород наших переживаний на эту тему, которые ведут к психологическим травмам. Родители старой закалки, а также подруги и знакомые вносят свой вклад своими комментариями: не переживай, не в красоте счастье, зато ты человек хороший. Весьма сильно влияет реклама стандартов красоты, от которых мы очень далеки. Довеском идут собственные убеждения касательно частей тела, которые оставляют желать лучшего. Окончательно нас добивают плохое настроение, неудачный кадр или случайно пойманное отражение в зеркале. Результат один: углубление конфликта со своим телом и отказ принимать его таким, какое оно есть. Надо сказать, что стандарт красоты – вещь непостоянная, универсальной красоты не существует. Общественный стандарт, популярный в конкретное время и конкретном месте, всегда зависит от чего-то, отдаленно связанного с внешностью. Давайте попробуем перечислить основные конфликтующие установки на примере женского тела, которые не укладываются в глянцевый стандарт нормальной красоты. Короткие ноги. С точки зрения здоровья и оптимального гормонального фона, длина ног у женщины должна быть меньше, чем длина тела вместе с головой и шеей. Исключения встречаются. Это длинноногие женщины, но общим стандартом это быть не может. Вес. Почти все модели с подиумов имеют медицинский дефицит массы тела, часто связанный с серьезными проблемами здоровья. Их средний индекс массы тела меньше нижней границы нормы. Женское тело должно содержать определенный процент жира и не быть дистрофичным. Висячая грудь. Принято думать, что красота только в стоячей груди. Понятно, что это могут обеспечить только импланты. И еще такая грудь бывает у тех, кому повезло с генами, или у кого хороший тонус кожи и состояние подкожной клетчатки. Но почти у всех женщин грудь естественным образом немного висит, и это нормально и красиво. Складки, морщинки и другие естественные особенности кожи. Надо учесть, что все, что идет в массы, подвергается ретушированию, чтобы убрать все человеческое и создать впечатление безупречной гладкости. На рекламных изображениях у женщин никогда нет родинок, кожного рельефа, складок на животе и боках, на локтях, на коленках и тем более на лице. Живым нормальным женщинам, нам с вами, свойственны другие особенности тела и, в частности, кожи. Параметры 90-60-90. Это вообще полностью придуманный стандарт, не основанный на исследованиях. Ловушка в том, что никаких нормальных цифр для женской фигуры попросту нет. При различном росте, телосложении и этническом происхождении нормальными считаются разные цифры. Первое, что нужно усвоить человеку, страдающему от комплексов из-за собственной внешности: нет единственного типажа привлекательности. Индустрия красоты стремится подогнать всех людей под единый стандарт, а это, в принципе, невозможно. У людей разная генетика, разное строение тела, обмен веществ и так далее. Следовать единому стандарту значит добровольно лишить себя прекрасного многообразия окружающего мира. Стоит ли калечить свою природную красоту, постоянно сравнивая себя с другими? Предлагаю несколько простых техник, которые помогут вам полюбить себя и свое тело.
Игра в ассоциации. К одной и той же вещи люди относятся по-разному, в зависимости от их установок. Наше субъективное восприятие напрямую зависит от наших ассоциаций. Опишите, какие ассоциации приходят вам на ум, когда вы думаете о собственном теле и внешности. Например, мое тело жирное, большое, неуклюжее, рыхлое. А теперь попробуйте подобрать другие ассоциации, наполненные принятием и восхищением. Например, мое тело аппетитное, плодородное, надежное, материнское, теплое. Сначала это делать будет нелегко, но со временем получится. Важно отметить, что любовь к своему телу сочетается с прямой осанкой, походкой и улыбкой. Следите за своей спиной, снимите со своего лица хмурую маску и почаще улыбайтесь. И в скором времени заметите фантастические перемены в своей внешности. И окружающие тоже начнут забрасывать вас комплиментами. Следующая техника – зеркало любви. Смотритесь внимательно в собственное отражение. Рассмотрите те части тела или лица, которые вам больше всего не нравятся. Попросите прощения у них за то, что не принимаете их, считаете нелепыми и некрасивыми. А затем скажите им, как вы любите их, как готовы стараться принять и восхищаться собой. Научитесь разговаривать со своим телом. Улыбайтесь ему, благодарите его за то, что оно у вас есть. Такое родное, здоровое и красивое. Я звезда. Всем нам нужны примеры для подражания. Для выполнения этой техники вам нужно будет найти знаменитых людей, похожих на вас внешне. Подумайте, в чем именно ваше лицо и тело похожи на них. Найдите их фото с макияжем и без, чтобы осознать, что их привлекательность – это не Богом данный дар, а умение ухаживать за собой. Это поможет вам поверить в себя. Фотосессия мечты. Наши комплексы по поводу внешности часто усугубляются неудачными фотоснимками. Многие отчаиваются, думая, что на самом деле они выглядят именно так. Но ведь для того, чтобы сделать хорошие снимки, нужна качественная техника и правильный ракурс. Выделите деньги и время для того, чтобы провести фотосессию у хорошего фотографа. Доверьтесь его профессионализму. Сами подберите для себя наряд, место для проведения фотосессии. Можете воспользоваться услугами профессионального визажиста. Качественные снимки изменят ваше отношение к себе. Главное, не прячьте их в альбом, а повесьте их на стену в красивых рамках. День любви к телу. Как мы поступаем с теми людьми, которых искренне любим? Мы окружаем их заботой и вниманием. Очень часто люди, считающие себя некрасивыми, полностью перестают заботиться о себе, думая, зачем стараться, если я и так некрасива и ничего уже не изменить. В результате получается замкнутый круг. Человек ненавидит свое тело, оно начинает выглядеть еще хуже, и он ненавидит себя еще больше. А чем больше мы заботимся о своем теле, тем более ценным и красивым его ощущаем. Сначала придется делать это через «не хочу», но со временем вы непременно войдете во вкус. Один день в неделю посвящайте уходу за собой. Это может быть сауна, бассейн, спа-салон, массаж. Но ритуалы любви к своему телу вполне можно проводить и дома. Приготовьте себе маску для лица и для волос. Примите ванну при свечах с лепестками роз. Накапайте туда эфирных масел, насыпьте морской соли. Купите себе красивую одежду. Не жалейте на себя денег и времени, и вскоре вы непременно заметите, как сильно изменится ваше отношение к своей внешности. Послание любви. Запишите для себя комплименты и каждое утро вытягивайте один, концентрируясь на нем. Например, сегодня вам выпало
У тебя просто обворожительная улыбка. На протяжении дня вам нужно как можно чаще улыбаться, а также хорошенько прочувствовать свою мимику в области рта. Комплиментом следующего дня оказывается: у тебя такая легкая, красивая походка. Значит, сегодня нам необходимо обратить внимание на то, как мы ходим. Нет ли зажатости в ногах, сутулости? Концентрируемся на ощущении гибкости во время ходьбы. Помните, вы прекрасное дитя Вселенной. Вы просто не можете быть некрасивой. Главное – это открыть уникальную, только свою красоту внутри себя. Поделитесь своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!